теперь начинаем с вами вывязывать голову. 27 ряд. В 27 ряду мы начинаем вязать голову. Так как у нас по кругу 18 столбиков, в каждую петлю я провязываю 2 столбика без накида. В каждую петельку. Провязав первую петельку, вернее первую прибавку, в первый столбик я ставлю маркер и дальше продолжаю вязать в каждую петлю прибавку. Вторая прибавка, третья прибавка, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Так, мне неудобно вязать. Давайте будем с вами вязать до конца ряда 18 прибавок. В конце 27 ряда должно получиться 36 столбиков. Вот я провязала все прибавки. Теперь 28 ряд. 28 ряд я провязываю столбик без накида в следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 18 повторений. И в конце 28 ряда у нас должно получиться 54 столбика. И дальше 29, 30, 31, 32 и 33 ряд, 5 рядов провяжем 54 столбика без накида. Давайте так провяжем. Вот провязала я до 33 ряда, 5 рядов провязала. Теперь 34 ряд. В 34 ряду я снимаю маркер, провязываю первый столбик, и провязываю 23 столбика вот по голове. 23 столбика. Давайте провяжем 2, 3. Итак, провязав 23 ряда, я уже присоединила ниточку. У меня первый моточек я уже закончила. То есть начала уже второй моток, присоединила ниточку. Вот, и теперь, провязав 23 столбика, теперь начинаем провязывать по схеме. Столбик без накида, убавка. Столбик без накида, убавка. И так нужно провязать 10 повторений. Это второе повторение. Столбик без накида, убавка. Это третье повторение. Столбик без накида, убавка. Четвертое повторение. Столбик без накида, убавка. Пятое повторение. Столбик без накида, убавка. Шестое повторение. Столбик без накида, убавка. Это будет седьмое повторение. Восьмое. Девятое. И столбик без накида, убавка, 10 повторение. Сделаем ли мы 10 повторений и в конце провязываем столбик без накида. Вот так. По кругу у нас получается 44 столбика. И дальше 36, 37, ой, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 до 41 ряда провязываем 44 столбика без накида. Давайте так провяжем.
Должно у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. 7 рядов провяжем 44 столбика без накида, без прибавок и убавок. Итак, я провязала 41 ряд. Теперь я вставила уже глазки. Глазки я вставляю между 36 и 37 рядами. И между глазками 10 петелек. Вот таким вот образом, чтобы глазки были симметричны. Вот таким образом. Я заранее вставила глазки, потому что у меня здесь плотная крышечка, и у меня получается, я ее вставляю специальным приспособлением, поэтому я вставила глазки заранее, и они у меня, мне нравится, как они входят в саму пряжу, и они не становятся выпуклыми, выпученными. Так, дальше. Теперь начинаем с вами вязать убавки. Кстати, я наполнила уже туловище плотненько. И теперь продолжаю вязать. Значит, 42 ряд. Ряд провязываю 2 столбика без накида. Два столбика. В первый столбик я вставляю маркер, дальше провязываю убавку. Дальше провязываю до следующей стороны 18 столбиков без накида. Итак, провязала я, теперь провязываем вторую убавку. И дальше до конца ряда я провязываю 20 столбиков без накида. В 42 ряду получается у нас 42 столбика. Итак, я провязала, теперь 43 ряд. Снимаю маркер. В 43 ряду провязываю первый столбик, ставлю маркер обратно. Провязываю 2, 3, 4, 5 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда, всего 6 повторений. В 43 ряду у нас получается 36 столбиков. Дальше 43 ряд провязан, 44 ряд. В 44 ряду я буду провязывать убавки через каждые 4 столбика. Провязываю первый столбик, ставлю маркер, 2, 3, 4 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений, в конце ряда 30 столбиков. Итак, 44 ряд провязан. Я уже набила голову до половины. И теперь 45 ряд. В 45 ряду, так, посажу зайку. В 45 ряду мы провязываем убавки через каждые 3 столбика без накида. Провязав 1, 2, 3, маркер ставлю в первый столбик и делаем убавку. Так нужно провязать 6 раз, всего 6 повторений до конца ряда. В 45 ряду у нас получается 24 столбика. 46 ряд мы провязываем 2 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз, в конце 18 столбиков. И 47 ряд мы провязываем 1 столбик плюс убавка. Значит, повторяем так 6 раз, в конце 12 столбиков. В 48 ряду мы делаем все 6 убавочек подряд и отрезаем ниточку, закрепляем ее и будем сшивать отверстие. При этом мы очень плотно набиваем голову. Ну, не совсем плотно, но плотненько набиваем голову.
Итак, я довязала. Осталось у меня здесь 6 петель по кругу. Я набила средней плотности голову, отрезала ниточку, одела иголку. И теперь нам нужно всего лишь стянуть отверстие. За полупетельки, вот, за полупетельки я стягиваю отверстие. Все вставляю в центр, а вывожу в любое место. Все тут поправляю. Смотрю, чтобы у меня здесь было гладенько. Подтягиваю все. Все, и путаю ниточки теперь. Теперь путаю нитки. Обрезаю. Все, тело связано. Не помещается в кадр. Вот я уже и так очень сильно приподняла камеру. Значит, размер у нас получается самого тела 32 сантиметра. Если вы попадаете в мою плотность, то 32 сантиметра. Ну, учитывая, что я начала вязать крючком 4,5, вот, то вот такая вот зайка у меня получилась. Теперь давайте сделаем утяжки. Итак, я взяла плотную ниточку. У меня нет серой ниточки, поэтому я взяла плотную вот такую вот желтого цвета. Вот, ну, в принципе, ниточки видно не будет, поэтому цвет ниточки не имеет значения. Я взяла в 2 нити плотную ниточку, какая у вас есть, выбирайте сами. Вот, и теперь начинаю, вставляю там, где шейка у нас, вот, и вывожу вот возле глазика, вот возле глазика, отступив 1 петельку. Взяла подлиннее, чтобы мне было удобно делать обвязку. Вернее, делать утяжку. Вот теперь вставляю, отступив 1 петельку от глазика, вставляю и вывожу вот возле, отступив 1 петельку, вот вывожу. Вот. Я делаю утяжки по одному глазику. Мне так нравится больше, когда я делаю утяжку только по 1 глазику. Вот. Так, еще раз завяжу. Теперь убираем этот хвостик, беру опять иголочку, вставляю, отступив 1 петельку, вставляю и вывожу возле 2 глазика, на серединке отступив 1 петельку.
так. Теперь отступаю серединка глазика, вот, и 1 петелька, и вывожу вот. Вот. Так, теперь завязываю. Если мне не нравится утяжки, я еще раз делаю. Вот я сделала здесь 1 утяжку, а здесь немножко слабее. Поэтому я сделаю повторную утяжку здесь. Давайте еще раз пройдемся по тому же самому месту. Вот. Делайте несколько раз, если вам что-то не нравится. Или если они неравномерны, то вот. То делайте столько, сколько необходимо, чтобы понравилась утяжка, чтобы была утяжка одинаковая. Вот. Теперь здесь можно поправить, вспушить щечки. Теперь нужно спрятать ниточки. Я вставляю и вывожу в любое место. Так. Вот. Подтягиваю, обрезаю. И ниточку вот эту прячем точно так же. Итак, я приготовила длинную иголочку, взяла черную пряжу полухлопковую, и теперь мы с вами будем вышивать реснички, бровки и утягивать носик. Одной ниточкой будем это делать. Значит, я вставляю в любое место, а вывожу на серединке, вот на серединке мордочки. Немножко ниже. Вот. Вот в этой части вывожу, оставляю хвостик небольшой. Вот, и теперь буду делать утяжку. Буду делать утяжку носика. Так, еще раз. Вот. И теперь не сильно буду утягивать, чтобы зафиксировать черную переносицу вот эту. Вот. Теперь вставляю, а вывожу вот к глазику. Вот, вывожу к глазику. Вот, и теперь буду
вышивать ресничку и перехожу на бровку. Вот так. Если что-то меня не устраивает, я могу это перешить. Вот. И теперь бровку смотрю. Так, могу перейти. Вот так. Ну, давайте вот так вот сделаем, посмотрим, понравится нам или нет. Так, здесь бровка, здесь бровка. Вот. Смотрю, чтобы было все симметрично. И перехожу на ресничку следующего. Так. Здесь я перехожу. Если у меня не получается, я выхожу в любое место. Вот. Бровки мне нравятся. Мне надо сделать вот эту ресничку, поэтому я с другой стороны захожу, чтобы очень близко к глазику было. Вот. Вот. И не нравится. Не так. Очень близко. Вот, вот так. И теперь вот смотрю, вставляю и смотрю, проверяю, все ли меня устраивает. А меня устраивает. Вот смотрите, видите, реснички симметричны, бровки симметричны. Все, теперь я выхожу к нашему хвостику. То есть, если у меня что-то не получается, я возвращаюсь или перехожу в какое-то другое место. Благо, ниточки не видно. Вот, и я поправляю все, переделываю. Вот, потому что бывает такое, что не получается с первого раза. Ну, то есть, ничего страшного в этом нет. Все. Ниточки прячу. Все, мордочка готова. Теперь давайте вставим носик. Носик вставляем вот в это отверстие. Итак, носик вставили. Я его носик приклеиваю. Вот. Сначала формирую. Все, и теперь мне его надо приклеить. Вот, приклеиваю, и все. Так, ну что ж, я приклеила носик.
Вот такая вот у нас мордочка получается симпатичная. Теперь нам нужно связать хвостик и ротик. Итак, начинаем вязать хвостик. Набираю 2 воздушные петли. И во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Итак, первый ряд готов. Второй ряд все прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. Первая прибавка. Ставлю маркер. Первый столбик. Дальше вторая прибавка. Подтягиваю хвостик. Третья прибавка. В конце ряда должно у нас получиться 12 столбиков. Четвертая прибавка. Пятая. И шестая. Второй ряд провязан. Третий и четвертый ряд я провязываю без прибавок и убавок по кругу. 12 столбиков без накида. Итак, 2 ряда провязано. Теперь пятый ряд. Столбик без накида, убавка. Так нужно повторить 4 раза. Столбик без накида, убавка, это второе повторение. Столбик без накида, убавка, это третье повторение. И столбик без накида, убавка, четвертое повторение. В конце ряда 8 столбиков. Теперь я обрезаю ниточку подлиннее, оставляю для пришивания и закрепляю. Наполняю немного холофайбером хвостик и пришиваю. Итак, начинаем вязать ротик. Я набираю 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка я провязываю столбик без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю 3 столбика без накида в одну петлю. Вот, 3 столбика без накида. Теперь делаю воздушную и нужно провязать вот эту вот часть, то есть провязываю столбик без накида. Затем в центр провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И вот провязываю еще один столбик с боковой части. Вот делаю соединительный столбик. И вот такой вот треугольничек у нас получается. Тоже для пришивания оставляю. Фиксирую ниточку. Вот этот вот хвостик отрезаю. Вот, и получается у нас такой треугольничек. Такой вот ротик. Начинаем вязать ушко. Ушко я буду вязать крючком номер 7. Вот, и начинаем с вами с первого ряда. Набираю я 3 воздушные петли и в третью петлю от крючка я провязываю 10 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
Первый ряд провязан. Вяжем без соединительных столбиков. Второй ряд. Второй ряд я ввязываю вместе с хвостиком, делаю накид и во втором ряду провязываю все 10 прибавок полустолбиками с накидом. В конце ряда у нас должно получиться 20 столбиков. Делаю накид, в следующую петельку я провязываю прибавку. Раз и два. Ставлю маркер в первый столбик. Первый столбик. Дальше вторая прибавка. Раз и два. Третья прибавка. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. И 10-я прибавка. Вяжу не слишком плотно. Вот второй ряд провязан. Дальше третий ряд. Снимаю маркер, провязываю столбик без полустолбик с одним накидом и ставлю маркер в первый столбик. Дальше в следующую провязываю прибавку. Два полустолбика с накидом в одну петлю. Уже заговариваюсь. Дальше опять полустолбик с одним накидом, в следующую прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 30 полустолбиков с накидом. И дальше 4, 5, 6 и 7 ряд я провязываю 30 полустолбиков с накидом без прибавок и убавок. Давайте так провяжем до 7 ряда. Итак, провязала я уже часть. Теперь 8 ряд. В 8 ряду, с 8 ряда начинаем с вами провязывать убавки. Значит так, я провязываю 8 полустолбиков с накидом. В первый столбик я ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше мы будем делать убавку полустолбиками с накидом. Я делаю накид, ввожу крючок в петельку, вывожу ее, но не провязываю. Делаю опять накид, в следующую я петельку вставляю крючок, вывожу петельку и теперь вот 5 петелек на крючке провязываю вместе. Вот так. Дальше опять провязываю 8 полустолбиков с накидом. Дальше опять убавка. С 2 петелек вывожу петельки и только потом провязываю вместе. И третье повторение провязываю. Провязав 8 столбиков, полустолбиков с накидом, в конце остается 2 петельки. Я тоже делаю убавку. Ввожу крючок, делаю накид, ввожу крючок в петельку, вывожу петлю рабочую, я не провязываю, делаю опять накид, в следующую петельку я ввожу крючок, вывожу 5 петелек на крючке, провязываю вместе.
Итак, я провязала 8 ряд. В 8 ряду у нас получается 27 столбиков. 9 и 10 ряд я провязываю без прибавок и убавок 27 полустолбиков с накидом. Провязываю так 2 ряда. Давайте провяжем. Итак, я провязала. Теперь вяжем 11 ряд. В 11 ряду мы тоже будем с вами делать убавки. Я провязываю 7 полустолбиков с накидом. В первый столбик я ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь делаю убавку. Делаю накид. В первую петельку вставляю крючок, вывожу рабочую петлю, не провязываю. Делаю опять накид. И в следующую петлю вставляю крючок. Вот. 5 петелек на крючке провязываю вместе. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 3 повторения. В конце 11 ряда у нас получается 24 столбика. И дальше 12 и 13 ряд мы провязываем 24 полустолбика с накидом без прибавок и убавок. Итак, 14 ряд провязываем таким образом. 6 полустолбиков с накидом. В первый столбик я ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше делаем убавку. Делаем убавку, как обычно. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 3 повторения должно быть. В 14 ряду у нас получается 21 столбик. И дальше 15 и 16 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 21 полустолбик с накидом. Итак, провязала я. Теперь 17 ряд. Снимаю маркер. Провязываю первый столбик, полустолбик с накидом. И ставлю маркер обратно. В 17 ряду мы будем с вами делать убавки через каждые 5 столбиков. Второй полустолбик с накидом. Третий. Четвертый. И пятый. И дальше убавка. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 3 повторения в 17 ряду. 18 столбиков по кругу получается. И 18 и 19 ряд провязываем без прибавок и убавок. 18 столбиков без накида. Итак, вот такое ушко уже у нас получается. Теперь 20 ряд. В 20 ряду мы будем с вами делать убавки через каждые 4 столбика. Делаю первый полустолбик с накидом. И ставлю маркер. Дальше второй столбик, третий, четвертый. Дальше убавка. И так нужно провязать до конца ряда еще 2 повторения, всего 3 в 20 ряду. 15 столбиков по кругу получается. И дальше 21 и 22 ряд провязываем по кругу без прибавок и убавок. 15 полустолбиков с накидом. 23 ряд. Провязываю 3 полустолбика с накидом. 2 и 3.
и убавка. Так нужно провязать всего 3 повторения по кругу. В конце 23 ряда у нас получается 12 столбиков полустолбиков с накидом. И 24 и 25 ряд провязываем 12 полустолбиков с накидом по кругу, 2 ряда без прибавок и убавок. Итак, провязали мы 25 рядов. Я уже обрезала ниточку подлиннее для того, чтобы пришивать ушко. И просто фиксируем в соседнюю петельку, делаем соединительный столбик и фиксируем ниточку. Все, ушко наше готово. Первое мы с вами провязали. Второе я тоже уже связала. Вот такие 2 ушка нам нужно связать. Вот. И давайте теперь пришьем все детали к зайке. Итак, начинаем пришивать детали. Я уже приготовила хвостик, иголочку. Теперь разворачиваю. И смотрю, где у нас будет на уровне ножек. На уровне ножек я приколю иголочкой. Вот так. Вот. И по кругу давайте пришьем. Итак, пришила я хвостик. А вот хвостик пришивается по кругу, фиксирую я иголочкой, чтобы мне было удобно. Так, теперь ротик. Ротик мы с вами закончили вот на нашем хвостике. Теперь я вот эту вот часть, где у нас просто были столбики без накида, я их, и вот этот уголочек, я вот этот уголочек фиксирую иголочкой в самый уголочек шейки. Вставляю, фиксирую. И вот фиксирую иголочками по бокам ротик, чтобы удобно было пришивать. Вот так раз. И вот так 2. Смотрите, чтобы это было симметрично. Вот. И пришиваю я. Пришивать я буду вот только с уголочками с одной и с другой стороны. Давайте пришьем. Итак, пришила я ротик. Ну, ротик это по желанию. Хотите пришивайте, хотите нет. С ротиком интереснее, мне кажется. Вот. И теперь нам нужно пришить ушки. Ушки я пришиваю, отступив от центра 3 ряда. Вот. И вот таким вот образом пришиваю, прикалываю их иголочками, чтобы они не двигались. Зафиксировала их иголочками. И теперь просто пришиваю их
плюшевой ниточкой. Давайте пришьем. Итак, пришила я вот ушки. Пришила я 2 раза, я туда и обратно прошила, и все. И вот такая вот зайка у меня вышла. Вот такая вот красунечка. Ушки, конечно, это красота ее, конечно, ну. Так. Ну и теперь надо нам связать одежду для нашей заюшки. Вот так вот я еще делаю. Вот, ну вот такая вот зайка. Конечно, было бы хорошо, если бы был розовенький носик, но носика у меня розовенького не было, поэтому вот так вот. Ну, она тоже миленькая, даже с черненьким носиком. Вот такая вот малышка. Надеюсь, у вас все получилось. Вы со мной связали. Размер этой зайки 32 сантиметра. Вот, если вам понравилась зайка, вы ее связали вместе со мной, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.